Всем доброго времени суток, с вами я, Марина. И я, Максим. Вы смотрите специальный выпуск Ram News. Этот выпуск посвящен Тилю Линдеманну, потому что, да-да, как вы правильно догадались, сегодня 4 января, день рождения фронтмена нашей любимой группы. Глядя на широкие плечи Тиля, зритель вправе ожидать от него в обычной жизни громоподобного голоса. Однако, по словам всех, кто с ним общается, Тиль вне сцены ведет себя абсолютно противоположно своему сценическому образу. Говорит тихо, глубоким и нежным голосом, да и вообще производит впечатление человека почти робкого, задумчивого, молчалив, улыбается редко, не любит светские тусовки и почти никогда не дает интервью. А я и в самом деле как большой ребенок, невоспитанный, но безобидный. Люди думают, что я всегда сильный, взрывной. Это не так. Я чувствительный и легкоранимый, а в любви романтичный и страстный. Будущий фронтмен и вокалист известной немецкой группы «Рамштайн» родился в 1963 году в Лейпциге. Детство он провел в деревне неподалеку от Шверина. Вырос в очень маленькой деревушке под названием Вендиш-Рамбов. Тиль вырос в творческой семье. Отец его, Вернер Линдеманн, был поэтом, мать, Гитта Линдеманн, писательница и художник, а также ведущая Мекленбургского радио, сумевшая подарить культурным передачам особый, неповторимый голос и звучание. Родителям было часто не до меня, они оставляли меня одного, и я мог делать все, что хотел, говорит Тиль. Детская замкнутость привела к тому, что юный Тиль накопил в себе большой заряд негативизма, поэтический выход которому он смог дать лишь многие годы спустя. Из книги Вернера «Майк Олдфилд в кресле качалки» можно понять, что особой покладистостью Тиль в детстве не отличался, хотя это по большому счету свойственно многим детям. Благодаря этой книге до нас дошли некоторые подробности взаимоотношений отца и сына, ярко характеризующие тот период в жизни Тиля. Успехами в школе будущий фронтмен в общем похвастаться и не мог, хотя двоечником никогда и не был. Литературные и стихотворные таланты проявились у него значительно позже. Испытывая нескрываемое негативное отношение ко всему гуманитарному, Тиль нашел себе другое увлечение – плавание. Энтузиазм и хорошие физические данные вскоре выделили его среди остальных учеников. Едва достигнув совершеннолетия, он, загребая своими уже действительно могущими ручищами, попал в молодежную сборную страны. Это был его первый серьезный успех. По мнению тренеров, Тилю светила блестящая спортивная карьера. В 1978 году Тиль выступал за сборную ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. В перспективе его ожидала поездка в Москву и участие в Олимпиаде 80. Однако его спортивная карьера закончилась после инцидента во время поездки в Италию, а также в связи с полученной травмой. В этот момент я впервые задумался над тем, в какой же все-таки несвободной стране со шпионской системой мы живем, вспоминает Тиль. После этой поездки у меня уже не было сомнений на этот счет. Я на все плюнул и стал панком. Проведя половину детства в деревне, Тиль, естественно, не мог не освоить многие типично сельские профессии. Его рабоче-крестьянская карьера началась задолго до спортивной с изучения столярного дела. Впоследствии он освоил специальности плотника и корзинщика. К земле Тиля, видно, тянуло, поэтому стоит ли удивляться, что, несмотря на ранний возраст, он вскоре покинул родительский дом, каким-то чудным образом прикупив себе в околошверинской деревеньке под названием Вендиш-Рамбов домик, а чуть позже и машину. На селе, как известно, ценятся люди, умеющие работать руками, и плотницкое дело позволило молодому крестьянину начать самостоятельную жизнь. А тем временем наступили беспокойные 90-е. Разрушена Берлинская стена. Жажда перемен сменилась полнейшим смятением в умах и страхом перед неизвестным капиталистическим будущим. Хаос в молодых головах вытолкнул панк-рок из народных глубин прямо на сцену. Увлекся им и Тиль. За простым прослушиванием последовало вполне естественное желание научиться на чем-нибудь играть. О пении тогда речь даже и не шла. Вместе со своими многочисленными приятелями он частенько вечерами занимался терзанием различных подвернувшихся под руку музыкальных инструментов. Вскоре освоил барабаны. Начал играть в местных панк-командах. До потомков дошло лишь название последней группы –
First Arch, где Тиль как раз и был барабанщиком. Пробы поэтического пера произошли у Тиля как раз в этот период жизни. Первые тексты я начал писать, когда мне было 28-29 лет. Это были отдельные рваные предложения, частично разрозненные слова, но еще далеко не стихи. Я точно помню, когда и где это со мной случилось. Замок у Шверинского озера. Взгляд из окна, полумрак, вдруг поцелуй музы. Я подумал, что это впечатление, которое я просто обязан записать. Было бы обидно, если бы эта мысль была потеряна. В то время он общался со своим другом Рихардом Круспи. Именно Рихард предложил Тилю петь в новой группе, которую давно мечтал создать. Причем сам Тиль такой просьбе очень удивился, ведь он никогда не отмечал у себя особых вокальных способностей. Однако Рихард заявил, что часто слышал, как Линдеманн поет, плетя корзины, и уверен, что из него выйдет отличный вокалист. От предложения Тиль не отказался. Так он стал фронтменом группы «Рамштайн». Ну и, наконец, те самые слова, ради которых мы сделали этот выпуск. Команда Ram News и фан-сайт RamClan.ru сердечно поздравляет Тиля с днем рождения. Желаем ему здоровья, счастья, жизненной энергии, а также много-много тихих вечеров на природе и хорошего клёва на рыбалке. На этом у нас все. С вами были Марина и Максим. До скорого!